Apple выкатила iOS 26.5 Beta 3. И на первый взгляд это просто очередная бета. Но есть один важный момент, который меня реально удивил. Apple почти перестала добавлять новые функции и полностью переключилась на стабильность. А это значит только одно – финал уже очень близко. Но вопрос в другом. Они реально все починили? Или нас ждет очередной сырой релиз? Сейчас разберемся, что изменилось в iOS 26.5 Beta 3, что работает лучше и стоит ли вообще ставить эту прошивку. Друзья, всем привет, с вами IT-Dog. Прежде чем мы начнем, буду благодарен, если поддержите меня лайком и нажмете на колокольчик под этим видео. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее и поехали. Главное ощущение от обновления, скажу сразу честно. Это обновление не про вау-функции, это обновление про ощущение системы. iPhone стал быстрее, анимации стали плавнее. И самое главное, меньше раздражающих мелочей. И если вы сидели на бете 1 или бете 2, вы заметите это сразу. RCS шифрование. Помните эту функцию, которую Apple уже пыталась добавить, а потом тихо убрала? Она вернулась. Сквозное шифрование RCS сообщений. Где включить? Переходим в настройки, сообщения, RCS, шифрование. Что это дает? Если вы переписываетесь с Android, теперь сообщения защищены. Никто не может их прочитать, даже Apple. Но важный момент. В прошлый раз Apple уже тестировала эту функцию и убрала перед релизом. Сейчас ее снова активно дорабатывают. И это намекает на то, что в этот раз реально ее доведут до финала. Эта функция работает не на всех айфонах и не под все операторы. Apple Maps, рекомендации и реклама в iOS 26.5 Beta 3. Теперь iPhone начинает делать рекламу. И рекламу о разных местах. Где это? Открываем карты, нажимаем поиск. И система показывает популярные места рядом. Кафе, магазины, трендовые локации и так дальше. Зачем это нужно? Apple хочет превратить карты из простого навигатора в сервис для открытия новых мест. Но есть нюанс. Параллельно они готовят рекламу. Да, прямо внутри карт. Как это будет работать? Платные места будут попадать в рекомендации. Появится пометка AD. Пока этого нет в интерфейсе. Но в коде уже все готово. И это значит, летом это может появиться официально. Производительность и плавность iOS 26.5 Beta 3. Вот здесь реально ощущается прогресс. В Beta 3 Apple уменьшила лаги, ускорила анимацию и улучшила отклик системы. И это не на бумаге, это видно в реальном использовании. iPhone ощущается легче и быстрее. Фиксы багов. Теперь самое интересное. Apple начала чинить то, что реально бесило пользователей. Bluetooth. Раньше аксессуары могли отваливаться, сейчас соединение стабильное. Face ID. В прошлых бетах иногда не срабатывал сразу. Сейчас работает заметно лучше. Батарея. Раньше таяла на глазах, сейчас стала стабильнее и, как на меня, работает довольно-таки лучше. И это главный сигнал. Apple готовит систему к релизу. Есть маленькое, но очень удобное изменение. Magic Keyboard, маус, трекпад. Как работает? Подключаем кабелем, отключаем, и они автоматически остаются подключены по Bluetooth. Зачем это нужно? Раньше нужно было переподключать вручную. Сейчас все происходит само. Мелочь, но приятно. Apple тестирует новую модель подписок. Платите каждый месяц, но подписка на год. Это что-то среднее между обычной подпиской и годовой скидкой. Пока это больше для разработчиков, но в будущем вы это точно увидите. А когда же выйдет iOS 26.5? Теперь это главный вопрос. Если посмотреть на прошлый год, релиз пятых версий выходит в середине мая. И все указывает на то, что iOS 26.5 выйдет примерно с 12 по 19 мая. А значит, осталось буквально несколько недель.
И бета 3 это уже почти финальная стадия. А стоит ли ставить бету сейчас? Если у вас бета 1 или бета 2, обновляться стоит. Система реально стала стабильнее. Но если у вас основной iPhone, лучше подождать финал. Потому что баги все еще есть. Это все еще тестовая прошивка. Итак, iOS 26.5 это не про новые функции, это про другое. Ваш iPhone будет работать нормально, без лагов, без багов и без раздражения. И если Apple не накосячит в последний момент, это может быть одно из самых стабильных обновлений. Напишите в комментариях, вы сидите на бете или ждете релиз. И что для вас важнее, новые фишки или стабильность? Друзья, пожалуй, на этом все. С вами был IT-Dog. Всем желаю удачи и пока-пока. И да, не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик под этим видео.